Мало кто знает, но именно эта северная жемчужина могла стать колыбелью российской государственности, опередив даже Великий Новгород. Притаившаяся на берегах древнего Волхова Старая Ладога хранит в своих стенах не только величественную крепость с уникальными музейными коллекциями, но и два старинных монастыря – мужской и женский. Здесь, на берегах реки, некогда пролегали легендарные торговые пути, связавшие Северную Русь с далекими странами. А главная достопримечательность – это древнейшая улица России, где каждый камень помнит шаги наших предков. Всего пара часов езды от Петербурга, и вы перенесетесь в эпоху становления русского государства, где история дышит в каждом уголке этого удивительного места. Более 1500 лет назад, задолго до официального основания в 753 году, эти заповедные земли уже были заселены людьми. История хранит в своих аналах удивительную судьбу этого места, превратившегося из затерянного поселения в важнейший центр Древней Руси. Именно здесь, на берегах могучего Волхова, в 862 году развернулась ключевая страница российской истории. Легендарный Рюрик принял приглашение славянских и финно-угорских племен встать во главе молодого государства. С этого момента началась новая эра в истории Руси, а Старая Ладога навсегда вписала свое имя в летописи как место зарождения российской государственности. Хотя легендарный Рюрик и перенес столицу в Новгород, Старая Ладога по-прежнему хранит бесценное наследие древнерусского зодчества. Несмотря на то, что от первой столицы Руси практически ничего не осталось, город поражает богатством исторических памятников. Здесь можно увидеть не только величественные оборонительные сооружения, но и уникальные образцы храмового строительства. Тем не менее, ни древние храмы, ни крепость, принимавшая участие в боевых действиях во время Северной войны в 1702 году, не смогли повлиять на решение Петра I. Император решил основать в устье реки Волхов новый город – Новую Ладогу, одновременно лишив Старую Ладогу статуса города и добавив к ее названию приставку «старая».